Приветствую, друзья! Планета переживает настоящий хаос. Катаклизмы следуют один за другим. За один день планета получила десятки ударов, и кажется, что природа не собирается останавливаться и только набирает обороты. Это реальность, которую уже невозможно игнорировать. «27 декабря в 21:51 по местному времени у берегов Северного Перу произошло мощное землетрясение. Геологическая служба США и Европейский Средиземноморский сейсмологический центр оценили магнитуду подземных толчков в 6,2, в то время как Геофизический институт Перу сообщил о магнитуде 6. Эпицентр располагался в акватории Тихого океана примерно в 46 километрах к западу от города Чимботе в регионе Анкаш. Очаг залегал на глубине около 66 километров, что обусловило значительную интенсивность колебаний, ощущавшихся по всему центральному и северному побережью страны. Подземные толчки вызвали панику среди населения. Жители Чимботе, Трухильо, Лимы и других городов в страхе выбегали из своих домов на улицы. Согласно предварительным отчетам властей, в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 10 человек. Инфраструктуре региона нанесен существенный материальный ущерб. В городе Трухильо серьезно пострадал фасад и внутренние помещения больницы Белен. Сообщается также о трещинах в стенах жилых домов и повреждениях других медицинских учреждений. На некоторых участках дорог в предгорьях зафиксированы камнепады и оползни. Некоторые дороги оказались заблокированы. Сейсмологи предупреждают о возможности авторшоков и призывают граждан сохранять бдительность в ближайшие дни. В районе города Хамонтона на юге штата Нью-Джерси в субботу в воздухе столкнулись два вертолета. Трагедия разыгралась в непосредственной близости от муниципального аэропорта Хамонтона и вызвала панику среди местных жителей. По данным Федерального управления гражданской авиации, после столкновения обломки воздушных судов разлетелись в разные стороны. Один вертолет рухнул в густой лесополосе, а второй упал в районе городской жилой застройки. На обоих местах крушения вспыхнули сильные пожары. К ликвидации последствий ЧП были привлечены десятки пожарных расчетов и спасательных бригад, которым пришлось работать одновременно в двух локациях. На борту каждого из вертолетов находились только пилоты. В результате падения один из летчиков скончался на месте от полученных травм. Второго удалось извлечь из-под обломков в критическом состоянии. Его экстренно госпитализировали вертолетом медицинской службы. Район происшествия был оцеплен полицией штата Нью-Джерси, движение по прилегающим дорогам ограничили для обеспечения беспрепятственного доступа спецтехники. Национальный совет по безопасности на транспорте начал официальное расследование, чтобы установить причины опасного сближения и столкновения воздушных судов при ясной погоде. Испанская провинция Малага столкнулась с катастрофическим внезапным наводнением, вызванным экстремальными ливнями, которые обрушились ночью на регион. Эпицентром бедствия стал город Картама, находящийся в долине реки Гвадалорсе, уровень воды в которой достиг исторических максимумов. По данным метеорологических служб, за 12 часов в районе Картамы выпало более 100 мм осадков. Река Гвадалорсе вышла из берегов, поднявшись до рекордной отметки в 5 метров 70 сантиметров, превысив даже предыдущий исторический пик 2012 года. Хлынувшие потоки воды затопили улицы, подвалы, гаражи и первые этажи жилых домов. Власти Испании ввели в регионе красный уровень опасности, означающий чрезвычайную угрозу для жизни. Через систему экстренного оповещения на мобильные телефоны жителей 27 муниципалитетов были разосланы призывы немедленно искать возвышенности и избегать любых поездок. В Картаме и соседних районах экстренные службы провели серию спасательных операций, эвакуируя людей из затопленных зданий. Многим жителям пришлось спасаться на верхних этажах в ожидании помощи. Всего по провинции Малага зафиксировано более 340 инцидентов, связанных с разгулом стихии. Полиция сообщила, что на юге Испании как минимум 2 человека числятся пропавшими без вести в районе Малаги и еще один в провинции Гранада.
В пострадавших районах продолжаются работы по ликвидации последствий разгула стихии. Многие дороги в регионе остаются перекрытыми из-за оползней и завалов. Курортный город Пуэрто-де-Массарон, расположенный в провинции Мурсия на юго-востоке Испании, подвергся удару разрушительного водяного смерча, который после путешествия по водной глади вышел на побережье. Стихия застала жителей и немногочисленных туристов врасплох. Прибрежные районы города, особенно улицы, прилегающие к набережной, мгновенно оказались в зоне действия вихря. Ураганный ветер, сопровождавший смерч, срывал рекламные конструкции, повредил кровли нескольких зданий и повалил придорожные пальмы. Также сообщалось о повреждении припаркованных автомобилей, которые оказались под завалами обломков. Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия и оцепили опасную зону. Информации о пострадавших среди населения не поступало, однако инфраструктуре курорта был нанесен значительный материальный ущерб. Метеорологи предупреждают жителей побережья о сохранении высокого риска возникновения подобных опасных явлений в ближайшие сутки из-за прохождения активного циклона над Средиземным морем. В субботу в долине Санта-Кларита в штате Калифорния произошла серьезная техногенная авария, вызванная масштабным разрывом 36-дюймового магистрального подземного газопровода. Инцидент произошел в районе Костаек, на пересечении Ридж-Рут-Роуд и Пайн-Крест-Драйв в непосредственной близости от резервуара для хранения воды. Прорыв трубы привел к мощному неконтролируемому выбросу природного газа под высоким давлением, который сопровождался характерным оглушительным гулом, слышным за несколько километров. По данным экспертов из пожарного департамента округа Лос-Анджелес, причиной повреждения инфраструктуры стал крупный оползень на склоне холма, вызванный перенасыщением почвы влагой после недавних штормов, обрушившихся на штат. В связи с угрозой взрыва и опасным уровнем загрязнения воздуха власти ввели экстренный режим оставаться в укрытии для жителей близлежащих кварталов и провели выборочную эвакуацию из наиболее уязвимых зон. Информации о пострадавших или погибших не поступало. Прибывшие на место аварии специалисты газовой компании Southern California Gas Co. оперативно перекрыли подачу газа на поврежденном участке. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. В воскресенье на район Ньялендунг в регенстве Сукабуми в индонезийской провинции Западная Ява обрушилось разрушительное наводнение, спровоцированное экстремальными тропическими ливнями. Интенсивные осадки, продолжавшиеся несколько часов, привели к резкому выходу местных рек из берегов и сходу мощных селевых потоков с прилегающих холмов. Грязевые массы, несущие обломки деревьев и камни, стремительно затопили жилые кварталы в нескольких деревнях. Уровень воды на низменных участках быстро поднялся выше 1 метра. Это заставило десятки семей в спешке покидать свои жилища. По данным местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. Были повреждены десятки частных домов, затоплены сельскохозяйственные угодья и размыты участки дорог, соединяющих сельские общины. Жители были вынуждены спасаться на возвышенностях, пока спасательные команды на лодках эвакуировали наиболее уязвимые группы населения. Ситуация осложнялась угрозой новых оползней, так как почва в этом гористом регионе оказалась полностью перенасыщена влагой. Власти Сукабуми организовали временные пункты размещения и начали распределение гуманитарной помощи среди пострадавших, чей быт был полностью разрушен в канун конца года. К вечеру 28 декабря уровень воды начал постепенно снижаться, однако экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности из-за прогнозов синоптиков о продолжении затяжных дождей на Яве. Официальных данных о погибших на данный момент не поступало, материальный ущерб оценивается как значительный. В субботу на глазах у сотен отдыхающих на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро произошло крушение легкомоторного самолета Cessna 170A. Воздушное судно, буксировавшее рекламный баннер, внезапно потеряло высоту и упало в океан недалеко от берега в районе 3-го поста.
Очевидцы сообщали, что непосредственно перед падением был слышен звук, похожий на взрыв. Жертвой авиакатастрофы стал пилот. По трагическому совпадению, это был его первый рабочий день в компании и первый самостоятельный полет на данном типе самолета с рекламной конструкцией. Тело погибшего было обнаружено водолазами спустя 2 часа после падения среди обломков на дне океана. В ходе предварительной проверки выяснилось, что компания Visual Propaganda Aérea, которой принадлежал борт, имела общую лицензию на полеты, однако не располагала специфическим разрешением на проведение конкретной рекламной кампании, осуществлявшейся в момент аварии. Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий и военно-воздушные силы Бразилии инициировали официальное расследование для установления точных технических причин крушения. В воскресенье в густонаселенном районе Commonwealth города Кесон-Сити на Филиппинах произошел сильный пожар. Возгорание возникло в жилом секторе с плотной застройкой в районе Пурок-17. Из-за сильного ветра и того, что большинство домов были построены из легких горючих материалов, пламя стремительно распространялось, охватывая за считанные минуты целые кварталы. Огромные столбы густого черного дыма были видны за несколько километров. На борьбу со стихией были брошены более 40 пожарных расчетов со всего столичного региона Манилы. По данным Бюро противопожарной защиты, огонь уничтожил более 200 жилых построек, оставив без крова около 500 семей. В ходе тушения пострадали как минимум 2 пожарных и несколько местных жителей, получивших ожоги и травмы при попытке спасти свое имущество. Ситуация осложнялась узкими проездами, которые затрудняли доступ спецтехники к очагам возгорания. Пожар удалось локализовать лишь спустя 3 часа интенсивной работы. Власти Кесон-Сити организовали пункты временного размещения в местных спортивных залах и школах, обеспечив пострадавших едой и предметами первой необходимости. Причина возгорания на данный момент устанавливается следственной группой, однако рассматриваются версии неисправности электропроводки или неосторожного обращения с бытовым газом. Губернатор и мэр города пообещали оказать экстренную финансовую помощь семьям, потерявшим жилье в преддверии Нового года. Город Изе в юго-западных иранской провинции Хузистан в воскресенье оказался в эпицентре разрушительного наводнения, вызванного экстремальными сезонными ливнями. Мощный циклон, терзающий южные регионы Ирана со второй половины декабря, привел к резкому подъему уровня воды в местных водоемах и выходу из берегов сезонных рек. Бушующие потоки воды, смешанные с грязью и обломками, затопили центральные кварталы города и низинные сельскохозяйственные районы, парализовав движение на ключевых автомагистралях. Стихия нанесла серьезный ущерб жилому сектору. Десятки домов в Изе оказались подтоплены. В некоторых районах уровень воды в помещениях достигал полуметра. Это заставило жителей спасаться на крышах зданий. Из-за повреждения линий электропередач в городе произошли масштабные отключения электроэнергии, а также перебои в работе систем водоснабжения и канализации. Ситуация в Изе осложняется тем, что после продолжительной рекордной засухи почва региона утратила способность эффективно впитывать влагу. Это превратило обычные дожди в катастрофические паводки. Иранское общество Красного полумесяца перевело свои подразделения в Хузистане в режим максимальной готовности. Спасатели проводят эвакуацию жителей из наиболее опасных зон в пункты временного размещения. По состоянию на 28 декабря общее число жертв наводнений в южных провинциях Ирана с середины месяца достигло 8 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются. Метеорологи, в свою очередь, сообщают о сохранении угрозы новой волны паводков в регионе. Власти призывают население Изе и соседних городов избегать приближения к руслам рек. В пятницу и субботу на сирийскую провинцию Хомс обрушились аномальные ливни, спровоцировавшие разрушительный ливневый паводок. Внезапный подъем уровня воды и сход грязевых потоков были вызваны мощным средиземноморским циклоном, который принес экстремальные осадки во многие районы Ближнего Востока. В самом городе Хомс и его окрестностях потоки воды затопили кварталы в низинах, превратив улицы в полноводные реки и заблокировав движение транспорта.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в районах с поврежденной инфраструктурой, где ливневые системы не справились с объемом воды, что привело к подтоплению подвалов и первых этажей жилых домов. Местные жители были вынуждены в экстренном порядке спасать имущество. В некоторых сельских общинах провинции паводки размыли участки дорог, серьезно осложнив доступ экстренных служб. Власти провинции ввели режим повышенной готовности, координируя работу по откачке воды из жилых зон и оказанию помощи пострадавшим семьям. Согласно прогнозам метеорологов, нестабильная погода с риском новых паводков сохранится в Центральной Сирии до конца года. Марокканский город Софи в субботу вновь оказался во власти стихии. После интенсивных ливней низинные районы старой части города подверглись серьезному подтоплению. Резкий подъем уровня воды в русле реки Уэд-Шааба привел к тому, что центральная площадь Сиди-Буалголд и прилегающие к ней исторические улицы в считанные часы ушли под воду. Эта новая волна непогоды наступила в крайне напряженный для региона момент, который не успел полностью оправиться от прошедших всего несколько дней назад масштабных паводков. Новые потоки воды вызвали среди местных жителей настоящую панику и опасения за свои жизни и имущество. В этот раз разлив носил локальный характер. Потоки воды полностью затопили тротуары и первые этажи ряда зданий, а также заблокировали часть дорог в старом городе. Несмотря на то, что инцидент не привел к новым человеческим жертвам или серьезным обрушениям конструкций, улицы и площадь оказались завалены толстым слоем грязи, принесенным рекой мусором и обломками. Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.